В ресторане все шло не так, как обычно, когда Стелла оттолкнула Джека, пожилого ветерана, который хотел сделать заказ. Когда он попытался ответить, она высмеяла и оскорбила его. Однако, когда он что-то ей показал, она тут же пожалела о своих действиях. В ресторане была обычная обстановка. Обеденный перерыв закончился, и поток посетителей сократился. Джек, ветеран армии, стоял у стойки и непринужденно беседовал с кассиром. Он был спокойным человеком с милой улыбкой, и когда он заговорил с кассиршей, она улыбнулась и тепло посмотрела на него. Но в этот момент его внезапно оттолкнули локтем в сторону. Джек слегка пошатнулся и упал бы на землю, если бы вовремя не ухватился за прилавок. Когда он пришел в себя, то увидел, что его место за прилавком заняла женщина. Она выкрикнула заказ и начала рыться в сумочке в поисках банковской карточки. Джек в шоке уставился на нее. Кассирша тоже была шокирована таким наглым поведением женщины. Несколько секунд женщина продолжала, как будто не заметила, что только что толкнула мужчину, который был явно старше ее. Когда, наконец, она нашла свою карточку и протянула ошеломленной кассирше, та отказалась ее брать. На карточке Джек разглядел, что ее зовут Стелла, и понял, что она демонстративно игнорирует его. Стелла протягивала карточку около 30 секунд, но кассирша ее не брала. Это была ее форма протеста против того, что она только что сделала с Джеком. Вздохнув, Стелла нерешительно помахала Джеку рукой. Мужчина не мог понять, притворялась ли она, что извиняется, или просто сделала случайный жест. В любом случае, он был рассержен ее поведением. Он подошел ближе к Стелле и потребовал объяснить, почему она его толкнула, настаивая на том, что ей следовало просто дождаться своей очереди. Прежде чем он успел закончить, Стелла подняла палец и велела ему замолчать. Она объяснила, что спешит, потому что у нее важная встреча. Эта срочность побудила ее к действиям. Она хотела быстро перекусить, а он оказался у нее на пути. Джек сказал, что спешка не дает ей права помыкать людьми. Он отметил, что из-за того, что она толкнула его, он мог получить травму или причинить еще больший вред. Стелла не выдержала и тут же вышла из себя. Она сказала, что спешит, и у нее нет времени на болтовню. У нее были дела поважнее, и ни одно из них не включало в себя разговор со стариком. На этом она не остановилась. Стелла сказала, что по внешнему виду старика сразу понятно, что он пришел сюда только чтобы попросить милостыню. Он никак не мог позволить себе обедать в таком дорогом ресторане. Джек был потрясен тем, сколько яда и ненависти было в ее словах. Он напомнил ей, что она понятия не имеет, кто он такой, и что ее предположения о нем, основанные на его одежде, показывают, насколько она предвзята. Стелла громко рассмеялась. Она подошла ближе к Джеку, пока не оказалась почти у него перед носом, и тогда она закричала на него, что докажет, что он попрошайка. Внезапно она повернулась к кассирше и спросила ее, что хотел заказать Джек. Кассирша, которая немного поколебалась, посмотрела на ветерана и, опустив глаза, призналась, что он ничего не заказывал. Кассирша собиралась продолжить, но Стелла прервала ее радостным смехом. Она сделала это так громко, что казалось, будто она только что выиграла в лотерею. Джек был глубоко оскорблен ее словами. Он сказал, что во время службы в армии он был одним из самых награжденных офицеров, и она не имела права называть его нищим или обвинять в воровстве. Стелла только посмеялась над ним еще раз, а потом сказала, что не имеет значения. Ветеран он или нет, все бедные одинаковы, так было и так будет всегда. Она считала себя гораздо более важной персоной. У Стеллы была разнообразная карьера, которая включала в себя управление эксклюзивным отелем, а затем надзор за сетью ресторанов быстрого питания, где она успешно открыла несколько филиалов по всей стране. Ее достижения были многочисленными и добавили похвалы в ее резюме, что сделало его весьма привлекательным для потенциальных работодателей. Несмотря на свои навыки и достижения, Стелла не пользовалась большим спросом. Ей было трудно долго продержаться на любой должности из-за постоянных жалоб как персонала, так и клиентов на ее грубое и властное поведение.
Она переходила из компании в компанию, работая в отелях, ресторанах, клубах и заведениях быстрого питания. Несмотря на то, что она хорошо справлялась со своей работой, ее грубый и дискриминационный характер разрушил так много вещей для нее. Это лишило ее возможностей, которые могли бы поднять ее карьеру до небес, поэтому больше года она была вынуждена искать работу и постоянно получать отказы. Однако, когда она уже думала, что надежда потеряна, она, наконец, получила ответное электронное письмо. Она наткнулась на объявление о том, что ресторан высокого класса ищет нового менеджера, и, ознакомившись с перечисленными требованиями, поняла, что обладает всеми необходимыми качествами, что делает ее идеально подходящей для этой должности. К счастью, через 2 недели она получила ответ по электронной почте. Менеджер по подбору персонала пригласил ее на собеседование, где они должны были убедиться, что она подходит для этой работы. Стелла усердно готовилась к собеседованию. Она разработала планы, которые, как она была уверена, позволят ресторану подняться на вершину. Стелла пришла в ресторан примерно за 30 минут до назначенного времени и была готова к встрече. Она решила, что было бы неплохо перекусить в спокойной обстановке перед началом собеседования. Спеша перекусить, она оттолкнула Джека, и это переросло в настоящую ссору. Все, о чем она думала, это то, что как только она станет управляющей рестораном, она введет политику, запрещающую бедным заходить в ресторан. Она рассказала об этом Джеку, заставив его изумленно ахнуть. Кассирша была не менее шокирована тем, что Стелла могла такое сказать. Вскоре после этого Стелла посмотрела на часы и увидела, что время ее собеседования почти подошло. Она вернулась на свое место и стала ждать. Джек остался на месте, следя глазами за каждым ее движением. Стелла подождала несколько минут, прежде чем еще раз проверить время. Затем она направилась обратно к кассе. Она проигнорировала Джека и велела кассиру сообщить начальнику, что она здесь, потому что у нее назначена встреча с ним. Кассирша озадаченно уставилась на женщину. На мгновение Стелле даже показалось, что у нее на голове выросли рога. Ей пришлось повторить свою просьбу кассирше, прежде чем молодая девушка наконец решилась. Она не двинулась с места, но медленно и осторожно подняла руку и указала пальцем на Джека. Он был здесь боссом. Стелла была потрясена до глубины души. Она отшатнулась, отказываясь верить своим глазам, когда на лице ветерана появилась самодовольная улыбка. Стелла отказывалась верить, что ресторан принадлежит Джеку. Она отказывалась верить, что человек, над которым она все это время издевалась, был тем, кто должен был принять ее на работу. Джек терпеливо ждал, пока она успокоится, и рассказал ей захватывающую историю. Ресторан был детищем Джека и его жены. Они построили его на деньги, которые он скопил за время службы в армии. Всем понравились их блюда и то, как легко было найти общий язык с персоналом. Они смогли превратить ресторан в нечто достойное. Но, к сожалению, произошла трагедия. Жена Джека заболела и скоропостижно скончалась. Ее потеря была для Джека одним из самых тяжелых переживаний в мире, и это потрясло его до глубины души. Единственный способ преодолеть боль — это полностью отдаться работе. Он отдал все, что у него было, ресторану, и смог сделать его еще лучше. Вскоре ресторан стал одним из самых дорогих в городе. Однако со временем Джек стал слишком стар для ведения такого крупного бизнеса. Это даже начало сказываться на его здоровье. Джек не хотел проводить свои последние дни, занимаясь бизнесом. Он хотел посетить как можно больше стран, прежде чем уйдет из жизни. Однако, чтобы иметь возможность сделать это, ему пришлось нанять нового менеджера, который мог бы управлять рестораном. Джек сказал Стелле, что его впечатлило ее резюме, особенно после того, как все отметили, что она хороша. Те же люди также рассказали ему о том, насколько она вредна, но он не позволил этому повлиять на его решение. Поэтому он пригласил ее на собеседование, даже когда другие рестораны отказались дать ей шанс. Но, к сожалению, она разочаровала его. Джек даже не подошел к стойке, чтобы заказать еду. Кассирша была права.
Он пришел туда, чтобы сказать ей, чтобы она присматривала за Стеллой. Именно это он говорил кассирше, когда его оттолкнули локтем и чуть не повалили на пол. Затем он посмотрел ей в глаза и сказал: «Ты никогда не найдешь здесь работу, Стелла». Женщина сразу же начала умолять. Она не могла поверить, что в очередной раз потеряла работу из-за своей грубости. Она сожалела о своих действиях, сложив руки в мольбе. Она не могла вынести еще 1 год без работы. Ее сбережения подходили к концу, и ей не на что было жить. Она поклялась, что исправится и сделает все, чтобы наладить с ним отношения. Но Джек отказал ей. Он уже увидел ее истинное лицо. Позже Стелла пыталась найти другую работу, но никакой из ресторанов не согласился ее взять. Вскоре после этого она устроилась официанткой в захудалый ресторан на окраине города. Для Стеллы это было настоящим ударом, но она усвоила урок и с тех пор была готова делать все возможное, чтобы оставаться хорошим человеком. Дорогие зрители, что бы вы сделали на месте Джека? Вы бы взяли Стеллу на работу? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.